Всем привет, меня зовут Аня, это канал Рукоделие, и сегодня я предлагаю связать стильную и модную авоську крючком. Итак, будем вязать вот такую авоську. Для этого нам потребуется пряжа Alize Bella 2 мотка и крючок номер 3. Авоську мы будем вязать, начиная с планки. Далее будем вязать сетку, которая постепенно расширяется. Затем соберем ее снова в планку и будем вывязывать ручку и боковые части. Итак, начинаем вязать. Набираем цепочку из 32 воздушных петель. Итак, я провязала цепочку из 32 воздушных петель, и теперь мы будем вязать столбиками без накида, но подхватывать нить будем с задней стороны цепочки, то есть за эти получившиеся дужки. Делаем одну воздушную петлю подъема, поворачиваем цепочку и вводим крючок вот под эту получившуюся дужку. Подхватываем нить и провязываем столбик без накида. Далее повторяем те же действия, вводим крючок под дужку, вытягиваем нить и провязываем столбик без накида. Таким образом нам нужно провязать до конца ряда, и у нас должно получиться 32 столбика без накида. Итак, я довязываю ряд, последний столбик без накида. Таким образом у нас получился первый ряд. Мы так сделали, чтобы снаружи у нас осталась такая красивая цепочка, чтобы в дальнейшем нам просто не обвязывать ее. Вяжем второй ряд, делаем воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание и теперь вяжем столбиками без накида самым обычным способом. И таким образом нам нужно провязать 8 рядов по 32 столбика без накида в каждом ряду. Итак, я довязываю 8 ряд столбиков без накида. Таким образом выглядит 8 связанных рядов. Сейчас измеряем получившуюся планку. Здесь получается в ширину 13,5 сантиметров и в высоту около 3 сантиметров. Далее мы будем вязать узором сетка. Делаем одну воздушную петлю, поворачиваем и провязываем первый столбик без накида. Далее вяжем цепочку из 7 воздушных петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Далее присоединяем эту цепочку в следующий столбик предыдущего ряда и соединяем при помощи столбика без накида. Таким образом выглядит наша первая арка. Далее снова вяжем 7 воздушных петель и присоединяем к следующему столбику без накида. И повторяем те же действия. Вяжем 7 воздушных петель и присоединяем в следующий столбик предыдущего ряда с помощью столбика без накида. И таким образом мы вяжем арки из 7 воздушных петель до конца ряда. Таким образом у нас получаются арки. Итак, я довязываю первый ряд и делаю последнюю арку в последний столбик без накида предыдущего ряда. Вот таким образом. Так выглядит первый ряд нашей сетки.
И всего должно у нас получиться 31 арка. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 арка. Далее вяжем второй ряд. Набираем 7 воздушных петель. Поворачиваем вязание и в первую арку предыдущего ряда мы присоединяем с помощью соединительного столбика. Снова вяжем 7 воздушных петель. Присоединяем в арку предыдущего ряда. Повторяем наши действия. Вяжем 7 воздушных петель и присоединяем в арку предыдущего ряда. Таким образом выглядит наш второй ряд. То есть арки второго ряда получаются между арками первого ряда. Далее продолжаем вязать до конца ряда. Довязываю второй ряд до конца. Здесь у нас осталось 2 последние арки. Набираем цепочку из 7 воздушных петель и присоединяем к последней арке. Таким образом мы закончили второй ряд узора сетка. И здесь у нас тоже должна получиться 31 арка. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. 31 арка во втором ряду. Продолжаем вязать. Набираем 7 воздушных петель для третьего ряда. Поворачиваем вязание и присоединяем арку к арке предыдущего ряда. Далее повторяем наши действия, вяжем 7 воздушных петель и присоединяем с помощью соединительного столбика. Итак, выглядит наш третий ряд, то есть арки третьего ряда находятся над арками первого ряда. Таким образом продолжаем вязать до конца ряда. Итак, я довязываю третий ряд, набираю цепочку из 7 воздушных петель и присоединяю к последней арке. Набираем 7 воздушных петель для четвертого ряда и присоединяем при помощи соединительного столбика. Таким образом выглядит наш четвертый ряд. То есть здесь получается, что арки четвертого ряда находятся над арками второго ряда, а арки третьего ряда находятся над арками первого ряда. Мы будем продолжать вязать, повторяя второй и третий ряд. То есть каждый четный ряд мы будем вязать как второй ряд, а каждый нечетный ряд вяжем как третий ряд. Наша сетка будет расширяться, но количество арок в каждом ряду будет неизменным, то есть 31 арка по 7 воздушных петель. Таким образом я провяжу 64 ряда. Итак, я довязываю последний 64 ряд, и в последнюю арку я делаю не соединительный столбик, а столбик без накида. И нижнюю часть нам нужно подсобрать и здесь вывязать точно такую же планку, как мы вязали в самом начале.
Для этого берем крючок, поворачиваем вязание, делаем одну воздушную петлю и провязываем столбик без накида в столбик предыдущего ряда. Далее в арочку провязываем столбик без накида. Следующую арку то же самое, еще один столбик без накида. И в следующую арку провязываем столбик без накида. Таким образом мы провяжем столбики без накида в каждую арку до конца ряда. Итак, я довязываю до конца ряда и в последнюю арку провязываю столбик без накида. Теперь мы подсобрали нашу сетку. Таким образом у нас сейчас выглядит. Далее мы будем вязать такую же планку, как мы и вязали, то есть в моем случае это 8 рядов столбиками без накида. Делаю одну воздушную петлю подъема, поворачиваем вязание и вяжем столбиками без накида. Так выглядит ряд столбиков без накида, и всего нам нужно провязать 8 таких рядов. Итак, продолжаем вязать. Так, я довязала вторую планку, и она получилась такая же, как и та, что мы вязали в самом начале. И теперь нам нужно будет вывязывать ручку, планку на боковой части авоськи, далее вторую ручку и планку на второй боковой части. Таким образом у нас выйдет один круговой ряд и боковые части немного подсоберутся. Нитку мы не обрезаем. Итак, начинаем вязать ручку. Делаем одну воздушную петлю, поворачиваем вязание и провязываем первый столбик без накида. Итак, здесь у нас будет начало кругового ряда. И теперь мы будем набирать 90 воздушных петель для ручки. Итак, я довязала цепочку из 90 воздушных петель, и теперь нам нужно ее присоединить к той же планке. Таким образом будет выглядеть наша ручка. И мы присоединяем при помощи столбика без накида в самый край планки. Далее нам нужно обвязать вот эту боковую часть планки столбиками без накида. И теперь мы будем собирать вот этот край сетки, провязывая одну воздушную петлю и столбик без накида. Итак, делаем одну воздушную петлю. Далее в каждую арку будем провязывать столбик без накида. Одна воздушная петля и столбик без накида. Одна воздушная петля и столбик без накида. Таким образом выглядит сейчас край, он стягивается. И также мы будем вязать далее до планки и затем вывязывать ручку. Итак, я довязала до планки, и теперь планку обвязываем столбиками без накида.
Далее мы делаем соединительный столбик в самый край планки. И далее набираем петли для ручки. Набираем 90 воздушных петель. Итак, я набрала 90 петель для второй ручки, и теперь присоединяем с помощью столбика без накида. И далее обвязываем планку столбиками без накида. И внутрь столбиков сразу ввязываем вот этот кончик. Обвязали планку, и теперь будем обвязывать сетку. Делаем одну воздушную петлю и столбик без накида, одну воздушную петлю и столбик без накида. Таким образом мы вяжем до планки, и планку обвязываем столбиками без накида. Итак, я обвязала планку и дошла до конца ряда, то есть до ручки. И теперь авоська принимает свои очертания. Так выглядят ручки и боковые части. Сейчас нам осталось провязать с боковой части и на ручках столько рядов, сколько мы вязали на планках. То есть в моем случае это 8 рядов. Итак, начинаем вязать, провязываем столбик без накида, и это у нас первый столбик, и его можно обозначить маркером, чтобы не потерять начало ряда. И сейчас мы будем вязать столбиками без накида, но подхватывать нить мы будем с задней стороны цепочки, то есть точно так же, как мы провязывали в самом начале, подхватывая нить за вот эти получившиеся дужки. Таким образом получается, и мы будем обвязывать ручку до планки. Так, довязываю последний столбик без накида на ручке, и теперь на планке мы будем вязать столбиками без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Далее мы будем вязать столбиками без накида в арку из воздушной петли и столбик без накида в арку, которая сформировалась из одной воздушной петли между столбиками без накида, и в столбик без накида. И таким образом у нас должно получаться. Так вяжем до следующей планки. И планку обвязываем столбиками без накида. Так, последний столбик. И теперь мы поворачиваем цепочку и вывязываем столбики без накида из вот этих вот дужек на задней стороне цепочки. Таким образом мы обвяжем полностью вторую ручку и боковую часть точно так же, как мы вязали и с этой стороны. Итак, я дохожу до конца кругового ряда. И теперь убираю маркер. Вяжу столбик без накида следующего ряда и отмечаю его маркером. И далее вяжем столбики без накида в столбики предыдущего ряда. И таким образом мы будем обвязывать по кругу нужное нам количество рядов. В моем случае это 8 рядов.
И не забываем про маркер, отмечаем им первый столбик каждого ряда. Итак, я довязываю последний ряд, дохожу до маркера. И теперь отрезаем ниточку и вытягиваем ее. Убираем маркер. Вставляем нить в иголку. И протягиваем нить таким образом, чтобы она повторила форму петли. Теперь мы прячем кончик нити с изнаночной стороны в основание столбиков. Вот такая получилась авоська. От второго мотка у меня осталось совсем немного пряжи. И если говорить о том, какого размера получилась авоська в нерастянутом виде, то от края до края получается 33 сантиметра. Если вы хотите авоську большего размера, то соответственно нужно увеличить количество петель в планке и количество рядов, но тогда 2 мотков будет недостаточно, необходимо будет взять 3. Наша авоська готова, кладем внутрь сумку или клатч. И теперь у нас есть стильный и модный аксессуар. И большое вам спасибо, что посмотрели это видео. Если оно вам понравилось, обязательно поставьте пальчик вверх. Если остались какие-то вопросы, задайте их в комментариях. А мы с вами увидимся в других видео. Вяжите с удовольствием. Пока!